Всем доброй ночи, друзья мои. То, что я вам сейчас подарю, хранилось за даже не за 7 замками, а, наверное, за 70 замками, веками. Но понимая, что, во-первых, не у всех есть возможность прийти и попросить помощи, потому что есть работы, которые все же не бесплатные. За них нужно оплачивать, потому как так положено. Собирает очень много жизненной энергии, силы. И, иначе и нельзя. Во-вторых, не всегда человек может дойти до этой помощи. Потому что силы, которые приходят, которых отправляют в вашу жизнь, скажем, не самые добрые силы, они как плохие квартиранты, они не хотят уходить. И поэтому не так-то и легко и просто от них избавиться. Они будут делать все для того, чтобы человек не дошел и не получил эту помощь. В моей практике был такой случай, когда женщина была вообще никакая, скажем, еле ходила, разговаривала, и врачи не могли понять, что с ней, почему она в таком состоянии. Ничего не помогало. 5 лет она почти была в таком состоянии. И в конце концов родные решили привезти ее ко мне. Это еще в Москве. Я примерно поняла, что у нее происходит, но я тоже никак не могла доехать. То собиралась, у меня голова начинала болеть и прочее. В общем, не давали спасти этого человека. И в конце концов, когда они собрались приехать, у нее внезапно началась истерика. Что это все неправда, что это все ерунда, везде обманывают, не надо туда ехать и прочее, прочее. Ее чуть ли не насильно посадили в машину и привезли. Но через часа два она от меня уехала, спокойная, веселая, уверенная в себе. Она начала жить. Потом мы с ней определенное время общались. Потом она как-то мне написала под роликом. Но больше не писала. В принципе, я понимаю, не всем хочется знать, что у человека было, то есть, чтобы знали, что у него было. Все-таки это как врачебный диагноз, знаете. Не хочется, чтобы знали, чем ты болела. Я к тому, что иногда, даже если человек искренне хочет от этого избавиться и действительно предпринимает шаги, долгое время просто не дают ему до этого добраться. Поскольку эти силы питаются энергией, жизненной силой человека. Перед тем, как начать, хочу вам напомнить еще раз о том, что с принятием христианства все силы нехристианские были объявлены вне закона, нечисти. То есть нечистые. Вот чистые силы – это ангелы, святые, они чистые – это все языческое, древнее, все, что было до христианства и есть. Поэтому черти, хранители чертогов, и черни или анчутки – это духи, рожденные в болотах, в гиблых местах. Вот это вот слово, вот что как заболотные, может, слышали? Это в основном на севере так говорят, когда дома ссорятся. Что вы как заболотные кричите там, ругаетесь, то есть вот это вот наводите какой-то шум, ужас, хаос, как анчутки заболотные, потому что они считаются такими духами скандальными, злыми, которые все время как бы в этом варятся, в этой
ненависти, в этой ссоре, драках. И вот, поскольку они чумазые, некрасивые, скажем, такие, приходили к людям разорванных, разодранных каких-то одеяниях, волосатые, такие растрепанные. Вот их называли черни, черные, черненькие такие, грязненькие. А другие духи, которые хранители чертогов, звездные духи их называют, они спускались и охраняли природу. Поэтому они брали себе образ природных созданий, зверей, рогатые. И эти тоже дети природы, только дети природы, темной стороны природы, потому что природа, она же не только веселая, да, и приятная. Природа же имеет и темную сторону. И там, где звери пожирают друг друга, где жертва и есть нападающий, есть зверь, где паук съедает муху, где топь болотная может забрать человека к себе в эти дебри, где погибают организмы и превращаются в корм для других организмов и так далее. Поэтому природа, она имеет и темную сторону. А вот эта вот темная сторона природы – это анчутки. Но поскольку их тысячелетиями называют черти, ну, уже как бы привычно уху. И поэтому мы с вами говорим, что есть хранители чертогов, шустрые духи, которые помогали торговать, помогали богатеть, внушить что-то кому-то, навести морок, чтобы купили там товар. Купцы этим часто пользовались. А есть те самые черни или анчутки, которых тоже прозвали чертями. Это жители болотных топий болотных, да. Мы сейчас с вами говорим об анчутках, но названных чертями. Друзья мои, я хочу подарить вам работу. Я составила таким образом, чтобы как бы читали вы, но при этом упоминали мое имя. Зачем это надо? Потому что вы сами черта не изгоните от себя. Но когда вы будете грозиться именем человека, которого они знают, и который с этими силами работает и может изгнать, и есть такое, да, такая сила и возможность, то они, испугавшись вот этой угрозы, скажем так, они уходят. И тем более, если вы остальной ритуал сделаете правильно, как положено. Когда-нибудь слышали выражение «посадили черта»? Не подсадили. Подсадили – это внутрь человека. Это человек стал одержимым. Это наслали в его душу, в его тело, внедрили темного духа. Да, вот тогда человек становится одержимым. Человек может сам подсадить внутрь себя, каким образом? Определенные ошибки, если он, скажем, допустит в своей жизни. Ну, например, пить на кладбище нельзя ни в коем случае. Если помянуть, да, в определенные дни приходят, помянули, ушли домой. Напиваться нельзя. Ходить рюмки собирать тоже нельзя. Если вот более такие страшные приведем примеры, это мародерство на кладбище, да, это грабеж, это забирание памятников, забирание цветов, это воровство каких-то игрушек, не знаю, украшений, может, кто-то оставил, машинки, телефон кто-то оставил своему покойному. Вот так захотели, принесли, оставили. Вазы есть очень дорогие, красивые. Сейчас прикрепляют, конечно, но это тоже возможно забрать. Вот таким образом человек гневит эти силы
и может на себя вот это вот подсадить. Эксгумация очень опасна. Люди, которые в этом участвуют, как правило, потом долго не живут. У них начинаются проблемы. Когда человек умер, ушел в мир иной, его закрывают для этого мира. В конце, когда спускают туда, закрывают лицо. У многих разные традиции, но, в принципе, закрывают лицо. У кого-то там молитвенные какие-то, есть такие запечатленные на лентах молитвы, которым закрывают лицо или на голову надевают. Ну, у кого какая традиция. Кто-то заклинания отдает, кто-то просто закрывает в каких-то культурах. Есть культура, где хоронят в саване человека, закутывают, закрывают. Все, после этого его открывать, смотреть еще раз нельзя, потому что его для этого мира закрыли. Все, попрощались, отправили его в мир иной, он для этого мира больше не существует. Ни его дни рождения, ни его какие-то даты больше здесь не празднуются. Почему? Потому что он уже ушел. В его время он родился, прожил, сделал хорошо или плохо, или поровну, неважно, он свою жизнь прошел. Все, его закрывают, и он уходит. Если кто-либо его тревожит, открывает вновь это лицо, у него может быть подселение. И не этого мертвеца, нет. Есть определенные стражники, которые стоят возле каждой могилы, пока от человеческого тела останется только тлен. Вот почему те, которые вели раскопки в Древнем Египте, все эти профессора друг за другом за короткое время умерли. Есть такое выражение «проклятие фараонов». Это далеко не легенда, не выдумка и не совпадение. Итак, не подсаживают, а сажают. Сажают на плечи, на голову, на спину. Черта. Это реальность. Как бы вам ни хотелось в это не верить, у кого-то этот черт может сидеть очень много лет. И человек даже не понимает, почему ходит по врачам, у него то позвонок скривился, то плечи болят, то шея болит. Он это приписывает усталости, работе. Ну, я много работаю, много хожу, устаю, нервы и прочее. Никак не уходит. Это делают и с помощью колдунов, это делают и сами. Могут узнать этот ритуал, я не буду сейчас здесь вдаваться в подробности. Его забирают с гиблых мест, его забирают с болот, его забирают с кладбища. Оставляет там тот подарок, который подарит. Это шаль, это шапка, накидка, куртка, да что угодно. Это может быть и в пищу добавлено, это может быть и в торт, а сверху начитано там на шоколад, который оставлено было на кладбище с определенными заговорами или на болоте, или в гиблых местах. Вот приносит шоколад, натирает сверху этого торта. Принесла, угостила своих заядлых врагов. Коллегу, например. И у нее начинаются жуткие боли. Хондроз, шея, головокружение, страшные сны, усталость. Буквально выпивают человека. Это может длиться долго. Если это делает колдун, человек измучается, уйдет в мир иной очень за короткое время, может, за год-два. Если это делает обычный человек, потому что только сильных чертей, скажем так, если можно так сказать, да, более злобных, может призвать человек, который колдует. По заказу, как правило. Ну, может, и сам может сделать на своих врагов. А если это делает человек, то он вызовет, да, вызовет не такую сильную, скажем, анчутку, не такого сильного черта. И, естественно, это может продлиться годы. Он может его и не унести, не забрать в мир иной, но замучает.
болезнями. Естественно, постоянно больной человек, который еле ходит, и карьера у него не состоится, и семья развалится, и инвалидность приобретет, и все что угодно. То есть это, по сути, уничтожение жизни человека, можно сказать. Начитывает, подкидывает во двор. Но это в редких случаях может сработать как уничтожение. Он может некоторое время принести в дом проблемы, бедности, неурядицы, не более того. Есть люди, которые могут подарить, то есть посадить чертай на ребенка, и такие есть люди. Могут подарить не игрушку, но, например, там одежду, свитер, шаль для ребенка, какие-то вкусности, на которые начитают. И, то есть они оставленные там должны быть определенное время, после чего, то есть с определенными заклинаниями, словами, это все подсаживается он туда и приходит, и отдают человеку. И как только он надел или съел, все, черт садится ему на спину, на плечи, на голову и начинает высасывать жизненную силу, энергию, дает кошмары, ночью может душить. Смотря какой, еще раз говорю, смотря какой человек это провел, и насколько он сильный, насколько его ненависть велика, и насколько он или к профессионалу обратился, или сам это сделал. Именно вот эту вот анчутку. Ту самую нечисть болотную, заболотную, которая с радостью приходит и просто сводит с ума, он внушает какие-то галлюцинации, какие-то сны, человек меняется, человек хилеет, человек не хочет жить, у него начинается жуткая депрессия. Одним словом, он настолько обречен, что он сам даже, может быть, и не захочет себе помочь. И ему повезло, если, скажем, это сделал не профессионал, и этот черт был не такой сильный, не самый сильный прилип и пришел. В любом случае, если у вас много лет болит спина, проблемы со здоровьем, и вам не могут определить, что у вас происходит. Еще раз говорю, нельзя заменить лечение магией. Лечение вы должны проходить. Но если это уже перешло в хроническую стадию, и вы вроде пьете эти таблетки, все, вам ничего не помогает. Если у вас ничего, может быть, так прям не болит, но у вас тяжесть, как будто кто-то сидит на спине, на плечах, на голове. И поверьте мне, что немало людей знают, как посадить черта на человека. А если не знает, кто-нибудь обязательно подскажет. Этих случаев немало. Нередко они бывают. Случайно человек, если там, например, взял, надел чужой платок, может он себе посадить этого черта, если на нем было начитано, и он не знал. Например, в садике, например, воспитатели там, вот висит у кого-то накидка. Вот она взяла, накинула. Почему говорят, у больных людей не одевайте вещи? Перенимайте определенные болезни. Но не только из-за болезни это сказано. Вы не знаете причину, по которой этот человек болеет. Там может быть такое проклятие, там может быть такой черт в его жизни, то есть в жизни этого человека пришел. Там может быть такая страшная сила там во всех ее вещах, одеждах и в ее энергии, что даже если она вам стакан воды нальет, подаст, после этого будет ощущение, как будто вы отраву выпили. Понимаете? Поэтому такое может случиться как угодно и где угодно. Вы можете съесть чужой кусок. Вот он скажет, ой, я не хочу, поешь, я потом съем, у меня там есть. Вы съели, и через некоторое время постепенно, вы причем можете забыть про этот случай, даже
можете подумать, что да навряд ли со мной такое было. Да нет, навряд ли. А потом вспоминайте, где, как могло быть. Вы где-то сидите на чужом празднике или там поехали в гости, на улице сидите, осень, уже похолодало, и кто-то снял свою куртку, желая вам добра, не понимая, что положил вам на плечи. И вы забрали этого черта, который, может быть, его выпил уже. Вы же не знаете все тайные болезни людей. У него, может быть, это отразится только в кошмарах, в ужасах, внутренней там. И вот он положил тебе на плечи, накрыл, ты там поблагодарила, через некоторое время начинаешь болеть. Он мог сделать это не намеренно. Может, он сам не знает, что на него это наведено. Но поскольку мы люди и взаимодействуем, мы можем даже забыть, когда что было, но со временем, когда у нас начинаются жуткие боли, тяжесть, ноги начинают опухать ни с того ни с сего, головные боли, усталость. Вот, и вот такой энергичный человек ни с того ни с сего превращается просто в старика. Ничего не хочет, ничего не охота, все раздражает. Физического увлечения нет. Все это, как бы, скажем так, умирает внутри. Все чувства, все желания, все, что есть. Постепенно. Я хочу вас предупредить, что если даже вы случайно у кого-то этого черта переняли, в любом случае, когда вы из себя это снимете, этот человек может очень сильно заболеть. Могут быть и летальные исходы. Вот это тоже учтите. Коллега, кто-то, школьная подруга когда-то вам сделала, предположим. Вот заревновала вас к своему парню ни с того ни с сего, и что-то ей кто-то подсказал, она сделала. Люди не верят в это, потому что они сами не способны делать, и они думают, да ну, чтобы я купила там какую-то шаль, накидку, отнесла на кладбище, оставила, потом забрала. Нет, я так... Да не будет никто так, зачем ей это надо? А они это делают. И забывают. Вот она сделала, вы устранила вас в сторону, начала встречаться с этим парнем, поняла, что это не тот парень, что он вообще не совсем не нравится ей. Она забыла про этот случай. А черт просто так не уйдет. Он может десятилетиями сидеть на плече у человека. А вы не создали ни семью, ни карьеру. Вы превратились в инвалида. И в какой-то момент вам попадается вот этот ритуал. Вы берете, проводите. Через некоторое время узнаете, что ваша школьная подруга умерла. Теперь хочу сказать для тех святых людей, в кавычках, которые орут о том, зачем, как так можно, потому что они сами способны, они боятся этого. Они узнают себя. Значит, говорю для особо одаренных. Это не порча на человеке, это очищение порчи. Это Зен у меня храпит. Ты не говоришь, вот такой-то, такой-то, Петрович Васильевич мне сделал, пускай вот с ним что-то... Нет, вы снимаете себя, вы имеете полное право снимать, вы лечите себя. Вы возвращаете себя к жизни. Но черт возвращается к тому, кто сделал, возвращается с особой злостью, с лютостью возвращается обратно. И забирает его здоровье и жизнь. Может не забрать жизнь, может забрать... Я же говорю еще раз, смотря какого черта вам посадили на плечи. Может быть слабого. Может вернется, просто там разводом отделаются. Или дома пожар случится. А если это очень сильный был черт, которого намеренно через колдуна вам отправили, давно, и они сами забыли об этом. Или помнят, просто думают, что это все было несерьезно. Знаете, как говорят люди, которые когда-то сделали подлость? Да ладно, мы все были молодые, ну что ты, ну мы были детьми, ну что ты к этому серьезно относишься? Почему они так говорят? Потому что это они так делали, не с ними, они так делали, поэтому они очень легко к этому относятся. А если бы с ними так сделали, они бы вас преследовали до конца жизни, понимаете?
свои преступления, они в этих преступлениях ничего такого страшного не видят. Ну, подумаешь, ну, баловались, ну, детьми, ну, что здесь, что ты берешь в голову? Действительно. Сломать человеку всю жизнь, это ничего серьезного в этом нет, я согласна. А? Значит, что вам нужно? Вы должны начитать в ванной, например, 3, значит, щепоткой соли в воду в банку насыпьте, а 3 через левое плечо киньте туда. И не убирайте до следующего дня. Вот где вы стоите, на подоконник попадет, на пол попадет, без разницы. Вот это, значит, кидайте через левое плечо 3 щепотки соли, а 3 в банку с водой. Электрического света не должно быть. Нет, вы можете возле алтаря читать, конечно. Но учтите, что вы стоите, читаете эту соль, которую вы кидаете через левое плечо, вы до следующего дня убрать не должны. Читайте с 00:00 ночи до 3 ночи. Вот в это время вы должны уложиться. Перед сном отключайте все телефоны. Все, вы ни с кем не должны общаться ни до, ни после. Ну вот в этот момент. Свет можно оставить где-нибудь для освещения дома. Но на алтаре или там, где вы будете проводить, света быть не должно. 6 свечей восковых. Желательно черных, но если нет, возьмите любые, не церковные. Закажите в другом месте. Положите полумесяца, поставьте банку, налитую с водой. Посыпьте туда соль. 3 щепотка соли туда, 3 вот так сразу кидайте через левое плечо и читайте в доме. Да, вот так кинули. Читайте 6 раз над банкой этой. Эту банку берете, не закрывайте крышку. Извиняюсь, забыла сказать. Если вам подарили что-то давно, вы не помните, что вам подарили, потому что в редких случаях люди знают и помнят, что им подарили. Если вам, то есть вы знаете, что вам подарили шапку или там накидку, после этого начались боли, не сказала вот та, опять, пронесло усталость. Если вы помните точно, что после вот этого подарка началось, если это не еда, а накидка или что-то еще, перед тем, как это сделать, вы должны сжечь это. Сжечь какой-то емкости, не внутри дома, может, на улице сжечь. Но пепел собирайте в пакет. Подождите, немножко остынет. Киньте пакет, принесите домой 00:00 ночи до 03:00 ночи. Когда поставите банку, соль туда посыпите, соль кинете через левое плечо, пересыпьте туда эту золу. Если помните, что это было. Если не помните, значит, рубашку. Берете рубашку свою. Утром того дня, когда вы будете это все проводить, утром этого дня надевайте рубашку. И весь день надо носить эту рубашку. Ночью, ближе к полуночи, снимите эту рубашку. Возьмите такую маленькую майку какую-нибудь, ну, чтобы легко было сжечь. Сжигайте на улице. Можете там налить вот это вот для розжига смесь. Лучше такое, чтобы безопасно. Можете дома это сделать, если есть возможность. Если у вас квартира и придется дома сжечь. Ну, или можете поехать куда-нибудь это сжечь. Эту залу обязательно это нужно. Эту залу посыпьте куда-нибудь и принесите домой. Или дома, если у вас частный дом, с утра надели эту рубашку, походили до полуночи, сняли, идете, сжигаете, этот пепел приносите,
Значит, ставите банку, 6 свечей полукругом, полумесяцем. Зажигайте эти свечи в полночь, начиная с полуночи до 3. Можете в час начать, без разницы. Сыпите туда эту золу. Сверху этой банки читайте 6 раз. Банку берете. Свечи дайте чуть-чуть догореть, вот до маленьких огарков. Потушите их. Возьмите банку. И ничего тут не убирая в доме, ни свечи, ничего. Уносите, ставите под свою кровать и ложитесь спать. Вы должны спать одна в эту ночь. В комнате, кроме вас, никого не должно быть. Ну, могут кошки-собаки быть единственные, больше никого из людей. Под кровать ставьте или рядом с кроватью, если у вас не такая кровать, где можно там положить. Ложитесь спать. Вы можете проснуться от стука, от того, что стены дрожат, кто-то дома ходит. Не бойтесь. Этот кто-то уйдет. Уйдет через стены, уйдет как-то, увидите тень. Может, ничего не увидите, но услышите, почувствуете. Может, не почувствуете, во сне это все пройдет. Неважно, утром проснетесь, такое будет ощущение, как будто у вас этот груз упал с плеч. Боли прошли, спина не болит, голова ясная. Можете даже после этого пойти анализы сдать, и ваш врач будет удивлен результату. Эту воду закрывайте, банку, чем-нибудь. Вместе с огарками свечей уносите и оставляйте под деревом со следующими словами. Иди к тому, кто тебя послал. Отворачивайтесь и уходите. Больше ничего не делайте. Он уже туда пошел, но вы говорите напутствие. То есть вы даете направление. Его больше к вам отправить не смогут. Это невозможно. Тем более, если вы с человеком уже не общаетесь, нету прямого контакта, он не сможет это сделать. Огромное количество людей такие вещи творят. Например, скажем, на Кавказе, в Средней Азии. Там есть такая конкуренция, кто быстрее сына родит, которая из снох. Если она одна, например, бездетная, предположим, а другая родила, или у одной только дочери, другая сына родила, у нее цель ее извести. Извести во время беременности, извести ребенка. Почему? Потому что наследники тогда, то есть ее дочери перестают быть наследниками. Ей нужно, чтобы не было там никакого сына. Желательно, чтобы у них вообще детей не было. И они идут на такие преступления. Так вот, когда вы снимаете и отправляете обратно, этот черт возвращается к тому, кто наслал. Они прекрасно понимают, почему и что. Единственное, если у них есть доступ к вам, они будут стремиться к вам прийти в гости. Что-то принесут поесть, угостить вас, подарок вам, ребенку. Не пускайте. Под любым предлогом. Они прям будут навязываться. Я ненадолго, 5 минут зайду и все, если они рядом. Если это давняя история, то, конечно, они не смогут. Но они как-нибудь найдут, может быть, вариант с вами связаться. Ничего не принимайте больше у этих людей. Ну как, неудобно как-то. Люди, что подумают? Извини, но придумайте, что хотите. У меня там годовщина смерти бабушки. В эти дни у нас не принято ничего брать у людей. Что-нибудь выдумайте, если вы стесняетесь. Но если вы хотите по новой болеть, она хочет обратно скинуть. Скинуть не получится, но в любом случае какой-нибудь вред нанесет ее в визит. Потому что это будет с вашей стороны как прощение, а вы прощать не должны такие вещи. Итак, 6 раз начитали, сделали. Эту банку утром отнесли. Вам стало легче, оставили, вернулись. Дома можете прибраться.
можете делами заниматься, много чем еще можете заниматься, у вас начнется новая жизнь. Это очень сильная работа. А как откупиться, ну, я не знаю, как откупается человек за новую жизнь и возможность жить без боли. Так и откупитесь. Как цените свою жизнь, так и откупайтесь. Итак, слова следующие. Слова от моего имени. Даже когда меня не будет в этом мире, слова должны быть от моего имени. Потому что вы, просто говоря ему «уйди», ничего не добьетесь. Это послание. Через вас говорю я. Итак, от ведьмы Инги послание тебе. Исчадие гиблых болот и погостов. Если не уйдешь, то она придет за тобой. Придет не одна, с духами бездны. Они тебя будут пытать и колоть. Сам сгинь по-хорошему, али будет по-худому. Ведьма-то знает псалмы черной книги и все законы темных и светлых. По одну сторону станут легионы, по другую сторону когорты встанут. Изыди, сын Топии гиблый. Кто тебя на меня посадил, то тебя обратно получит. Устрой жад свой ад на плечах пославшего тебя. Надень, черт, свои рога, не на меня, а на моего врага. Вернись к тому, кто отправил тебя. Его изведи, да сосвету сведи. Авракалам, 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 гора каменная. Чертова сила, обратно вернись, бедой и горем для пославшего обернись. Ключ, замок, язык, заклято. От ведьмы Инги послание тебе, изыди, исчадие гиблых болот и погостов. Если не уйдешь, то она придет за тобой. Придет не одна, с духами бездны. Они тебя будут пытать и колоть. Али сгинь по-хорошему, али будет по-плохому. Ведьма-то знает псалмы черной книги, все законы темных и светлых. По одну сторону станут легионы, по другую сторону когорты встанут. Изыди, сын Топии гиблый. Кто тебя на меня посадил, тот тебя обратно получит. Устрой жад свой ад на плечах пославшего тебя. Надень, черт, свои рога, не на меня, а на моего врага. Вернись к тому, кто отправил тебя. Его изведи, да сосвету сведи. Авракалам, 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 гора каменная, чертова сила, обратно вернись. Бедой и горем для пославшего обернись. Ключ, замок, язык, заклято. От ведьмы Инги послание тебе. Исчадие гиблых болот и погостов. Если не уйдешь, то она придет за тобой. Придет не одна, с духами бездны. Они тебя будут пытать и колоть. Сам сгинь по-хорошему, али будет по-плохому, по-худому. Ведьма-то знает псалмы черной книги и все законы темных и светлых. По одну сторону станут легионы, по другую сторону когорты встанут. Изыди, сын Топии гиблый. Кто тебя на меня посадил, тот тебя обратно получит. Устрой жад свой ад на плечах пославшего тебя. Надень, черт, свои рога не на меня, а на моего врага. Вернись к тому, кто отправил тебя. Его изведи, да сосвету сведи. Авракалам, 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 гора каменная. Чертова сила, обратно вернись. Бедой и горем для пославшего обернись. Ключ, замок, язык, заклинаю. Когда все правильно сделаете, ляжете спать. Утром вместе со свечами отнесете туда, оставите и скажете: вернись к тому, кто тебя послал. Или вернись к пославшему. Здесь уже не важно. Отвернулись, не глядя, идете домой. Некоторым эта работа поменяла жизнь полностью. Потому что даже если предположить, что это не совсем тот самый черт, которого посадили на ваши плечи, в любом случае любая сила, которая вами либо взята, либо перетянута, либо кто-то своими темными чарами или подлостью, или завистью на вас это все как-то перекинул, наслал и прочее, оно уходит. И вы чувствуете просто облегчение.
проведите. И, как всегда, будете приятно удивлены. Можно ли повторить? Если чувствуете, что не до конца эта энергия ушла, он-то, может, ушел, но энергия, оставленная им, может остаться. Обычно не требует повторения. Но если у вас внутренний какой-то страх, повторите. Точно так же надевайте утром эту майку, рубашку, ходите в ней до полуночи, сжигаете, перемешиваете с солью этот пепел в воде, шпотку соли, 3 шпотки соли, значит, кидайте через левое плечо, там, где стоите, начитывайте 6 раз, гасите свечи, относите эту банку, ставите возле кровати или под кроватью. Значит, ложитесь спать, ни с кем не разговаривая, одна в комнате. Ночью у вас могут быть кошмары, может быть ощущение присутствия дома кого-то. Не надо пугаться, это все нормально. Зато от этого всего вы избавитесь. Желаю вам удачи и боритесь за себя.